Приветики всем, приветики. У меня немножко еще опухшая губа вот в этом месте, поэтому я так очень странно буду улыбаться. Вы на это не обращайте внимания, у меня уже все хорошо. Привет! Сегодня мы будем подводить итоги по вязанию платья. Я все время хочу его назвать свитером. Я тоже успела за 3 недели, так что вот я тоже в своем платье, меня все устроило. Я сегодня в нем ходила даже, и оно мне показалось каким-то слишком теплым, потому что я планировала платье на осень, и показалось, каким-то, ну, слишком жарким. Я, короче, в нем спарилась, можно сказать. Леся, привет! Львову приветики! Саша, приветики! Да, я в платье, оно тебе идет. Спасибо, вы еще не видели-то целиком. Как самочувствие? Ну, все хорошо. Только вот тут еще капельку, но опухоль уже не опухоль, как это называется? Чуть-чуть припухлость уже сходит. Добрый вечер всем! Сегодня мы будем подводить итоги по платью. Я покажу все платья, которые связали девочки. Вот успели связать за 3 недели. Покажу, они уже есть фотографии уже в закрытом профиле у нас в Инстаграме. Но те, кто не участвовали в интенсиве, и те, кто ну, просто хотят посмотреть, да, на это все, могут посмотреть сейчас. Я все это буду показывать. Приветики, приветики. И мне Саша дал, как всегда, свой телефончик, одолжил на полчасика буквально, так что я быстро-быстро покажу. Я, кстати, ему сейчас его подзаряжу даже. Санек, я тебе на зарядку поставила. Покажу быстро с Сашиного телефона все наши платья. Сначала давайте расскажу как бы о нашем этом интенсиве, свои впечатления, потому что интересный интенсив прошел, и хочется... Цвет супер, спасибо, девочки. И хочется все-таки рассказать немножко, что как было. Для меня, как мне кажется, и для многих девочек, это был самый сложный, наверное, интенсив. Не потому, что он был сложный какой-то, а потому что очень много было девочек, которые... У нас мальчиков нет, поэтому я имею право говорить девочки. Очень много девочек, которые у которых были какие-то мелкие проблемы, которые постоянно, ну даже не постоянно, вот в течение интенсива постоянно у кого-то что-то было не так, то не сходились расчеты, то платье получалось не таким, как хотелось, то потом в итоге получилось немножко не то, что хотелось. Я хочу сказать одно, что это самое простое было платье из всего, что мы с вами вязали. Реально, это самый простой фасон. Это проще, чем кардиган, который мы вязали, который на ура у всех прошел. Это проще, чем платье, которое по фигуре, которое мы вязали летом. Платье по фигуре вообще у всех идеально все было. Но вот смысл здесь в том был, что это все таки широкое платье со спущенными плечами, которое, ну, недостаточно идеально идет всем. И как оказалось, да, вот в принципе широкий крой, и я всегда на всех девочках представляла это платье очень хорошо, но оказалось, что все таки не всегда. Каждая фигура, она имеет какие-то свои особенности, и нужно не то, что это платье не подходит, оно подходит, но нужно знать четко для своей фигуры, сколько сантиметров прибавить на свободное облегание, чтобы платье получилось таким, каким оно должно быть для вашей фигуры. Вот. Я читала от многих девочек, что те, которые участвовали не первый раз, что это тоже для них был самый сложный интенсив. Но зато, знаете, что я вам хочу сказать? У нас участвовало гораздо больше девочек, чем в двух предыдущих интенсивах. И счастье в том, что больше человек окончили вязание в срок. То есть с этими трудностями справились все, и все равно через 3 недели большее количество человек сумели мне показать свои работы, чем, например, кардиган или платье летнее, которое мы вязали. Я посчитала, сравнила, и там есть небольшая разница. То есть все-таки, как ни крути, вы молодцы, потому что гораздо больше человек, чем раньше, справились с заданием, и получилось хорошо. Ну, сейчас я вам покажу фотографии, я думаю, вы сами сможете посудить, как получилось, у нас не получилось. У тех девочек, у которых немножко не получилось, которые хотят переделать, перевязать, тем я выдаю сертификат. Мы после интенсива получаем, в смысле, вы получаете от меня сертификат о прохождении интенсива. Я им обязательно, вам, вернее, да, всем выдаю, кто успел, но те девочки, которые хотят что-то немножко переделать, перевязать, может быть, укоротить вырез, что-то такое, вот какие-то доделки, они будут еще доделывать, их платье я не покажу,
Ну, потому что просто недоделанные. Вот, но они выполнили свое задание, это самое важное. То есть и какой вывод из этого всего, из моих многих, кучи целых слов? Что не всегда самый простой фасон является самым простым путем к достижению супер крутого изделия. Вот так. То есть бывает так, что сложный фасон, сложные расчеты, сложный крой, он дает гораздо быстрее, потому что не скажу лучше хуже, здесь нет лучше хуже, гораздо быстрее хороший результат, чем, например, самое простое платье, которое мы вязали просто прямоугольниками. Вот, но я рада, что все равно все девочки справились со своей задачей. Кто успел за 3 недели, кто не успел, те тихонько вяжут, в этом нет ничего страшного. Я думаю, они тоже поприсылают свои работы. И вообще, я еще так быстро скажу сейчас, потом буду рассказывать, показывать платье. Я планирую создать отдельный инстаграм-профиль, где буду выкладывать все работы, у меня с дикцией проблемы, кажется, да, выкладывать все работы, которые девочки связали вместе со мной, которые мне присылают иногда в директ, которые мне в Viber присылают, и я хочу все это оформить в один единый профиль, отметить девочек обязательно, которые это все связали, чтобы это было как бы подтверждение того, что это реально они, что я не скачала картинок с интернета. Вот, и вы, это будет открытый профиль, и вы, все желающие, можете зайти, посмотреть все работы. Это там будут и свитера, и платья, и кардиганы, которые мы вязали вместе. Вот и шапки будут, я думаю, что следующий интенсив у нас будет по шапкам. Вот, ну что, буду показывать. Какой красивый свитер на вас, или это платье? Спасибо, это платье, которое мы вязали как раз в интенсиве. Я просто предыдущий раз кардиган я вам не показала, да, но я его успела все-таки связать. И сейчас я хочу все-таки платье показать, потому что как бы немножко неправильно. Я всех там тормошу, чтобы за 3 недели успели, а сама там неизвестно, связала я или не связала за 3 недели. Саша, платье сидит идеально, спасибо. Это очень полезный опыт. Мне тоже кажется насчет того, что кто-то что-то переделывал. Каталог работ по твоим интенсивам — отличная идея. Вот, хорошо. Добрый вечер. Санкт-Петербург смотрит с большим интересом. Привет, Санкт-Петербург. Ну что, давайте буду показывать, потому что как бы времени у нас немного, а платьев много. Я буду, сразу говорю, буду показывать быстро, чтобы не зацикливаться на каких-то отдельных работах, чтобы не получилось, как в прошлый раз, в конце эфира не было времени, и я последние как-то слишком быстро показала. У меня платье готово, но я его не сшивала. Буду полностью переделывать. Напишите, почему, что не так. Так, я показываю платья не по мере выполнения их, а вот просто как я публиковала их в закрытом профиле Инстаграме в нашем. И это не зависит от того, лучше, хуже, то есть просто в хаотичном порядке. Не думайте, что я там от лучшего к худшему или от тех, кто выполнил быстрее всех, а в конце кто дольше всех. Первое платье Валида связала. Уже не первый раз участвуют в моих интенсивах. Я всегда, кстати, девочки, которые участвуют второй, третий раз, от них я очень жду работы, потому что я уже с ними знакома, и с этими девочками я знаю, что будет хорошо. Вот такое платье, видите? Ой, я опять нажимаю, да, я поняла, я опять нажимаю пальчиком. Вот, видите, такое с поясочком получилось. Девочки вязали платья у нас прямые. Сейчас покажу платье свое. Девочки вязали у нас платья прямые, с круглым, вот как у меня, либо своеобразным вырезом, вот как здесь. Также вязали платья зауженные немножко к низу, поэтому будут немножко разниться фасоны. Но опять я вам скажу, опять очень много платьев уникальных, которые не похожи на остальные. Вот, дальше Анастасия вязала своей дочечке платье. Посмотрите, тоже очень хорошо получилось. Спереди косичка. Тут можно полистать. Вот сбоку тоже на рукаве косичка. Настя участвовала у нас впервые в интенсиве. И вот можете посмотреть результат. Она успела за 3 недели, то есть это реально все. Не думайте, что это только для каких-то вундеркиндов. Это все реально. Настя успела за 3 недели, она участвовала впервые. Так, дальше показываю. Дальше платье Анжелы. Вот Анжелу я тоже очень хорошо уже знаю. Видите, у нее своеобразным вырезом и снизу широкая резинка. Анжелу я тоже уже очень хорошо знаю. Она участвовала у нас много раз в интенсивах. И мы с ней уже тоже очень дружились. И я всегда жду ее работы. Она всегда успевает за 3 недели. Вроде бы, да, Анжела? Я уже не помню. Но помню, что
Я жду всегда от нее, я знаю, что Анжела уложится в срок. Так, и вот тут можно полистать. Здесь самый акцент на спинке. Посмотрите, какая красивая спинка. Я люблю такие какие-то сложные раны, и это реально очень красиво смотрится. И мне понравилось, что действительно на спинке это сделано, а не спереди. Тоже очень удивительно. Вот V-образный вырез. Посмотрите, это девочки учились вязать, ну, кто учился, кто не учился, может быть, кто-то уже умел, девочки вязали, вот так лучше скажу, вязали такой вырез в нашем интенсиве. Здесь горловину закрыла Анжела своим способом, но этот способ я, кстати, планирую вам показывать в интенсиве, когда мы будем вязать свитер с точным рукавом. Вот спинка сверху. Спинка шикарная, молодец, круто, круто. Вот это платье в разложенном виде, видите, как все оформлено. Можете посмотреть и как бы себе так, ну, как это сказать, в голове так отложить, подходит вам, не подходит, нравится, не нравится, потому что очень много идей можете взять просто для себя, чтобы потом их исполнить. Красивый сложный аран, молодец, вот, да, да, мне тоже нравится. Дальше, смотрите, показываю я нашу Елену. Меня она очень удивила своей фотографией. Почему? Сейчас поймете. А вот почему. Ой, опять я переключила. А вот почему, смотрите. Видите, Елена в положении, и платье на ней очень хорошо сидит. На ютубе, честно говоря, не видно. У нее идут косы, видите, косы идут, очень красивый узор. Я помню, Елена даже голосование устраивала в своем инстаграм-профиле, какой узор выбрать. И девочки выбирали. Вот выбрали этот узор с косами. У тебя маникюр, сердечки, сори, что не в тему. Спасибо, Леся, большое. Леся, прости, спасибо, Леся. Вот, смотрите, как красиво, фотографии у нас шикарные. Но вот видите, этот фасон нашего платья можно даже носить беременным девушкам. Ой, смотрите, здорово, какое красивое платье, очень идет, цвет класс. Здравствуйте, какие вы молодцы, у меня совсем времени нет, платье шикарное, супер. Буду мечтать о таком платье. У нас 2 девочки ждут малыша. Да, да-да-да. Сейчас я вам покажу следующую девочку. А, нет, это не следующая. Я просто фотографии их помню, рядышком они у меня были в телефоне. Тоже следующая девочка с животиком. Вот, а это Елена. Она вязала свитерок. Свитерок тоже можно было вязать в нашем интенсиве. Это о таком аране. Оля, я поняла. Свитерки тоже можно было вязать в нашем интенсиве, то есть это не запрещалось, потому что, в принципе, можно вязать точно так же со спущенным плечом свитерок. Вот Елена вязала просто платочной вязкой. Вот так выглядит свитерок. Очень даже хорошая универсальная вещь и вяжется легко. Со свитерком, кстати, тяжело прогадать с размером, потому что если он даже будет немножко широковат, то все равно будет смотреться хорошо. Вот. Это, наверное, единственная девушка у нас, которая вязала изначально свитер. У нас потом была еще Оксана, она и есть, которая вязала платье, но у нее получился отличный свитер, я вам потом покажу обязательно. Дальше у нас идет Яна. Яна меня всегда поражает, честно говоря, интересными работами, потому что она всегда как-то, знаете, точно знает, чего она хочет. Посмотрите. И у нее всегда получается что-то удивительное. Тоже жду, а вязать не стала зря. Вот вяжите теперь, можете вязать, потому что все записи эфиров есть на YouTube-канале моем. Красиво, очень стильно. Вот, а это Яна, посмотрите, у нее желтое, зеленое платье. Вот такой она сделала вырез со спущенным плечиком. И сейчас я еще вам покажу, какой у нее разрез снизу. Она говорит, ей очень комфортно, и как раз получилось то, что нужно. Мне кажется, что вот такие вещи... Вот, Яна тут, приветик. Мне кажется, что такие вещи, они как раз и показывают, насколько разнообразной может быть модель, как бы это сказать, по одному и тому же описанию. Ну, то есть, в принципе, расчеты мы делали все вместе, но насколько разные могут быть модели. Вот Яна вязала вместе с нами, у нее получилось, ну вот, вообще уникальное платье. Яна блеск, сочно-космическая бомба. Яна очень красивая. Вот, спасибо. Яна мне еще скидывала фотографии с природы, но я решила тоже их все-таки разместить. Секси, сексуально, очень круто. Дальше показываю. Это платье Натальи. Кстати, все
Работы Натальи я тоже очень жду, потому что она всегда успевает в срок. Это ее дочка. Ее дочку я уже выучила. Ну, не то, что выучила, как бы знакома с ней вот так вот, чисто визуально уже очень хорошо, потому что Наталья часто вяжет на дочку и скидывает фотографии на ней. Вот платье тоже получилось базовое, посмотрите, оно такое немножко широкое, и посмотрите, что дальше, мне очень понравилось. Они сделали с Натальей, и дочка с Натальей сделали образ. Вот такой небольшой плащ, не длинный, рюкзачок, там еще ботиночки есть, и получилось очень круто. Сейчас еще покажу. Вот посмотрите с рюкзачком. Кстати, вот это тоже классно, когда есть такое базовое платье, его можно сочетать с чем угодно, с любым верхом, я имею в виду с верхней одеждой, с любой обувью, с любыми брошами, там какими-то, может, бусами. Ну, очень круто получается. Вот это то, что реально, мне кажется, должно быть у каждой девушки. Вот, Наталья пишет спасибо. Повезло дочке. Так, покажу дальше. Дальше у нас идет Екатерина. И платье Екатерины уникально тем, что оно двухцветное, но цвета у нее светло-серый и темно-серый. И посмотрите, светло-серый у нее на вырезе, и светло-серый у нее рукавчики снизу, у нее широкая высокая резинка. И получилось круто. Тоже платье, видите, связано по одному и тому же описанию, но тоже отличается от других. Тем, что оно, во-первых, с резинкой. Сейчас я вам покажу еще, вот смотрите. А во-вторых, два цвета. V-образный вырез тоже круто. Вот можете запоминать и спокойно себе, я думаю, вязать такие же платья. Вот сзади как смотрится. Мне очень понравилось. О, с плащом стильно. Супер, очень классная. Интересно, резинка смотрится. Это на этом, я поняла. Пряжа здесь толстенькая, видите? И резинка реально смотрится классно. Я Саше в личку пришлю свое платье с открытыми плечами, с ранами. Оно длинное, работа трудоемкая, я не спешу, смогу каждую петельку. Это правильно. Вот, Екатерина пишет мое. Это правильно, потому что нужно вязать в удовольствие. Помните, я вам говорила, что весь процесс должен приносить удовольствие. Если вы как-то сильно спешите и вам уже не нравится то, что вы делаете, лучше отложите, не спешить. Опоздала, пряжу разглядывала в закупках. Карина, мы только начали. Также вот платье Елены. Посмотрите, у меня тоже, я не знаю, на ютубе будет видно или нет, у нее тоже интересная спинка, там прикольный узор. Платье серое с V-образным вырезом. И Елены изделия я тоже жду, потому что Елена с 3 детками успевает вязать целую кучу изделий, и вяжет она классно. Вот такое платье получилось. Мне очень понравилось, кстати, с черным гольфиком. Посмотрите, тоже возьмите на заметку, кто навязал себе такие платья. Вот. Я болею своим платьем, которое себе вяжу. Цвет потрясающий. Буду вязать еще только в другом цвете. Хорошо. Я довязываю второй рукав, и все. Залина, я очень жду фото. Вот еще Елена. Очень красиво. Леночка наша умничка, здорово. Согласна, согласна, девочки. Лена успевает очень много. Вот в разложенном виде можете горловину посмотреть. Лена пишет спасибо. Лена красотка, платье супер. Леночка молодец. Лена прелесть. Я это все читаю, знаете, для чего? Чтобы на ютубе было не скучно смотреть, потому что непонятно, что вы там пишете. Вот спинка такая у Лены. Серая, очень красивая. Леночка очень красиво. У меня смешная улыбка такая, непривычная для меня. Дальше платье Женя. Я его ой, как-то я странно сказала, опубликовала. Я его опубликовала все равно, но оно еще не законченное. Поэтому учтите, что... Не учтите, представьте, что вы сейчас увидите платье и представьте, что снизу будет черное красивое кружево. Мне Женя скидывала фотографию этого кружева, и я очень-очень жду как раз готовый результат. Но все равно скинула, покажу вам ее платье. Вот эта спинка, посмотрите, V-образный вырез на спинке, что тоже очень даже хорошо. И я, кстати, люблю открытые спины, поэтому мне кажется, что я тоже себе когда-нибудь что-то такое свяжу. И вот оно такое, видите, с разрезом, широкое. И представьте, еще по низу будет широкое черное кружево. Мне кажется, это будет самое
как бы это сказать, самый красивый акцент в этом платье, потому что для этого платья уже больше ничего не нужно будет. Кружево будет, ну вот, четко создавать идеальный образ. Узор на спине супер, это мое любимое. Сань, свое платье покажи. Я покажу свое. Платье с кружевом супер, спинка класс. Вот Женя комплименты пишет. Где наша Женя? Дальше покажу платье Веры. Вот здесь очень аккуратная работа, мне нравится. И здесь смотрите, что круто, что спереди идет коса, и она переходит в вырез. У нас еще будет одно такое платье, я вам покажу. Девочки как-то, по-моему, не сговаривались, просто сами так решили, каждая по себе, что они будут вязать такие платья. Посерединке идет коса, потом она раздваивается, переходит на плечи, и на спине она тоже вместо выреза. Ну, то есть обрамляет вырез, можно так сказать. Спинка класс, красивая, цвет тоже. Да, вот мне нравится этот цвет, Вере идет. Дальше, смотрите. Вот, следом как раз платье Ирины, которое тоже с двумя косами, которые разделяются и переходят на горловину. У меня на ютубе совсем не видно. Вот, смотрите, тоже как хорошо. И, кстати, цвета у них похожи. Заметили, да? Так, девочки, сижу, облизываясь, какую красоту навязали, супер. Оля, надо было участвовать, надо было вязать с нами. Очень интересное, очень красивое платье с косой, мне очень нравится, мои любимые эти два с косами по вырезу. Вот, берите идейки, девочки, потом воплощайте когда-нибудь обязательно. Мне вот это тоже очень понравилось платье. В чем разница? Посмотрите, здесь на рукавах косы у Веры еще есть, а у Иры кос нет, но они что-то классно смотрятся. Все платья замечательные просто. Женя так подробно описывала свою идею, что легко можно представить. Я очень жду платье с кружевом. Да, я тоже хочу посмотреть окончательный вариант Жени. Дальше платье Карины. Она вязала на маму. Карина, правильно, на маму. Мне уже все в голове перемешалось. И оно показалось, вот, Карина как раз пишет, и оно показалось Карине и маме немножко широковатым. Поэтому Карина написала мне, что она совсем не переживает, она это платье немножко перевяжет, или не немножко, или полностью перевяжет. Но в том плане, что фасон понравился, просто немножко широкая. И на самом деле сама работа, посмотрите, очень хорошая. Поэтому я тоже выложила это платье, тоже хочу вам показать. Ну, как бы я бы не сказала, что она широкая. Реально такой фасон может быть, но это уже дело вкуса каждого человека. Так, классные все, очень красивые. Саша, какой у вас приятный голос, можно слушать и слушать. Спасибо большое. Сразу у меня появилось желание переделать свое. О, ура! Соня, ура! А то никак не сяду, посмотрю эфир и сразу пойду переделывать. Соня, немного там работы у тебя, поэтому берись. У Сони получился широкий вырез, и я ей там кое-что посоветовала. Думаю, что все получится. Как всегда, такие разные и уникальные работы. Да, Карина, верно, верно. Не успела, только пришла. Про шапки было уже? Нет, еще нет. Висит? Нет. Ну ведь это ж оверсайз, оно должно быть не по фигуре. Да, я согласна, поэтому я не считаю, что в этом платье тут что-то не так. Ну, как бы хозяин сам решает, поэтому я ничего против не имею. Очень красивый вырез с косами, отличная идея. Берите на заметку. Висим? Нет, все нормально, вроде нет. Дальше показываю. Вот, у нас следующая девочка, Анастасия, на которой платье сидит идеально 100%. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. Еще один пример, что такой фасон платья очень хорошо можно носить и в положении будучи, и уже после, ну, естественно, до. Свое платье покажу, девочки, обязательно. С поясом будет очень актуально. Да, вот это вот, которое я показывала Карины, да, да, с поясом, да. Но вот это платье нашей Насти. Настя участвует тоже не первый раз, тоже уже она такая опытная наша коллега по вязанию. И мне очень понравилось ее платье. Ну, оно такое лаконичное, аккуратное, хорошо очень связано. Я следила за процессом, там все петельки очень ровные. Это тоже очень важно. Вот так выглядит спинка.
Девочки все просто умницы. А, все хорошо, не висит. Да, вот так выглядит спинка. Показываю дальше. Дальше у нас идет Наталья. У Натальи вот именно тоже такой настоящий оверсайз, и я ей написала, что круто смотрится. Сейчас меня, девочки, поддержите, пожалуйста, потому что мне реально нравится. Вот Наталья, посмотрите, у нее еще прикольное украшение. Сейчас это не получится. Прикольное украшение на шее, которое вот как раз та изюминка. Помните, я говорила, что эти платья в основном базовые, и если в них нет какого-то узора отдельного, вот на спине, либо коса переходящая, либо кружево, то акцентом очень хорошим послужит либо какое-то украшение, либо может это быть, опять же, какая-то верхняя одежда, пальто, которое будет немножко другого цвета и которое тоже будет, ну, отличным акцентом и завершением всего образа. Вот здесь как раз это украшение этим самым акцентом и служит. Я люблю такие штуки, когда вещь очень простая, но когда маленький акцент делает свое дело и сразу вещь преображается. И можно же потом украшения менять. Вот красиво как смотрится, посмотрите. Так, на беременных платье просто супер смотрится, согласна. Представляю, как в нем удобно, особенно беременяшкам. Согласна, здорово, да, да, очень хорошо смотрится, мне понравилось, очень стильный образ. Какие милые пузатики, девочки пишут. Ульяна, привет. Мне тоже очень понравилось это платье, очень хорошо смотрится, супер, очень красиво, очень красиво. У Натальи классно, балахончик, супер, супер, очень хорошо. Вот Наталья пишет спасибо, очень хорошо сидит, здорово, ей очень идет. Да, мне просто Наталья писала, что широковатым платье кажется, но я посмотрела, мне кажется, как раз все круто. Можно связать, Наталья, такое же, только немножко поуже и другого цвета, и будет хорошо. Дальше, следующее платье Людмилы. Вот у Людмилы немножко фотография не в качестве и плохо видно. Я вам расскажу, вы увидите, как оно сидит, да. Я вам расскажу, у нее снизу широкая резинка, прям вот совсем-совсем широкая, а сверху тут тоже идут красивые араны и V-образный вырез. Но но Людмила решила, что ее подруге платье подойдет лучше, и она его подарит подружке. Представьте, как классно иметь такую подружку, которая дарит платье. Мне оно больше всех понравилось у Натальи. Вот, Наталья, слушайте. Еще мне в этом платье, кстати, нравится цвет, потому что когда красный цвет, то мне кажется, его даже можно ничем не дополнять, тем более тут идут араны. Ну вот тоже, смотрите, совсем другой фасон, оно не приталенное, оно не зауженное к низу. За счет того, что снизу резинка, она немножко сужает весь силуэт платья и создается впечатление, что платье суженное к низу. Сколько моточков Alize Lana Gold уйдет? Я уже связала свитер регланом и довязываю кардиган. Думаю начать в следующем платье. Девочки, на мое вот это платье ушло 500 грамм. А Lana Gold Alize, мне кажется, грамм 600 может уйти. Но все зависит от узора, от фасона, от длины. Так, молодец. На платье ниже колена ушло 7,5 мотков. Ну, Соня вяжет слабо, то есть можно спокойно отнимать даже, наверное, моточек, я думаю. То есть вот 6,5-7 должно уйти. Именно Lana Gold ваша. Дальше наша Людмила. Наша Людмила очень классная тем, что она никогда не боится, если что-то случилось не так. Потому что я помню, когда она кардиган свой немножко редактировала после влажно-тепловой обработки, а теперь платье. Посмотрите, я все равно выложила платье Людмилы, потому что я считаю, что оно связано хорошо. Дело в том, что у нее потом оказались немножко длинные рукава, и Людмила вообще, не глядя, просто взяла это все, распустила шов свой, рукава немножко укоротила, я думаю, что она их уже пришила. Точно так же Людмила переделала горловину, она мне показывала, она сделала кетельный шов, очень красиво получилось. Так что я даю ей 5 с плюсом за то, что у нее вот этот вариант платья хороший получился, но она немножко его еще реставрировала, даже не реставрировала, а немножко изменила для того, чтобы ей было еще лучше, еще больше понравилось. Вот.
Так что я люблю эти платья у Людмилы, ой, эти платья, все работы у Людмилы. У нее здесь, объясню, у нее здесь на рукавах косички идут, косички, и видите, за счет двух цветов, таких рядом расположенных, просто по яркости разные, получился отличный эффект. Платье крутое. Так. Я свое вяжу на троечке, смотрю на девчонок и включаю суперскорость, насколько это возможно. Мерила не сшитое с одним рукавом, мне уже нравится, ура, я жду фото. Прям очень заразительно, остановиться невозможно, прям все понятно и полезно. Красный очень выигрышный цвет, платье отличное, да, это про предыдущее. Алена, спасибо большое, однако подумываю заузить его к низу. Это вот то серенькое, которое я показывала, широкое. Люда умничка, платье супер, здорово, это самое крутое, супер, мне оно понравилось, супер классное, рукава крутые. А вот еще Людмила пишет, отличное платье, Люда вообще молодец, Люда супер. Люда пишет, спасибо, девочки, я рада, что вы все тут со мной. Моему мужу очень понравилось платье Людмилы, говорит, что у тебя не такое. Я покажу еще потом ваше, Слава, оно тоже очень красивое. Люда еще резала и шила, да, Люда молодец, пишет. Мне нравится такой боевой настрой. Когда что-то вот померила, что-то не так, тут же взяла и переделала. И я всех девочек своих так учу, которые переживают и не хотят потом к этому платью возвращаться, либо не к платью, вообще к другим изделиям. Дальше платье Екатерины. Вот сейчас я вам покажу как раз платье в образе. Когда платье уже полностью является неотъемлемой частью всего наряда, и когда оно смотрится вот прям безупречно, за счет того, что круто подобраны все остальные вещи. Само по себе платье тоже хорошее, но я говорю о том, как важно платье сразу включать в какой-то образ. Покажу платье, здравствуйте, свое покажу обязательно. Я хочу сейчас не прерываться, показать все платья, а потом уже про платье мое поговорим и про шапки. Так, показываю. Вот Екатерина, посмотрите. Я думаю, что тут даже можно много не говорить, тут и так понятно. Если говорить о самом платье, я тоже следила за процессом его вязания. Оно очень аккуратно связано, и там очень красивая лицевая гладь. Сейчас я покажу без курточки. Вот так платье выглядит целиком. Как раз тот самый базовый вариант, который можно круто сочетать с верхней одеждой, с украшениями, сумочками, с обувью, и будет круто. Так, это я читала. У меня так с рукавами было, переделала, сразу же были длинные. Молодец. Очень стильно. Ох, стильно девочки пишут. Так что берите на заметку, как нужно сразу же, тут же после вязания надел, пошел и сфотографировался и увидел, что работа крутая. Потому что любое платье, когда вот так вот его немножко обыграешь, оно сразу смотрится по-другому. Молодец, красота, отличная, образ сложился очень крутой. Спасибо, девочки, большое. Показываю дальше. Вот, спасибо, пишет. Катя, в смысле, Катя пишет спасибо. Дальше смотрю я на Надежду. Надежда тоже наша, вот, девочки пишут, ой, как шикарно, умничка. Оно больше всех похоже на твое серое. Да, кстати, которое у меня, оно не мое, это на заказ было связано, но которое у меня в Инстаграме. Ой, как шикарно, умничка, тоже хочу такое. Катюша прекрасно, Катюша молодец. Спасибо, девочки, я за Катю скажу. Дальше у нас Надежда. Надежда у нас тоже уже опытный такой участник интенсивов, и я тоже жду ее всегда работы, потому что знаю, что Надежда хороший опытный мастер, который обязательно все свяжет в срок. Вот теперь у меня получилось такое платье. Посмотрите. Сразу говорю, цвет мне очень нравится. Ну вот на ютубе, к сожалению, не видно, потому что красные и фиолетовые, они очень плохо передаются. Подскажите, пожалуйста, как выбрать пряжу, чтобы сзади как меньше растягивалась, как можно меньше, да, растягивалась. Если я запомню этот вопрос, давайте мы к нему вернемся чуть позже, когда я покажу платье. Если вдруг я забуду, напишите мне еще раз. Вот, но здесь у Надежды я объясню, потому что тоже плохо видно. Спереди очень сложно красивый рисунок с аранами, снизу также широкая резинка.
Видите, вот такой приспущенный рукав. И она тоже одела вот с какими-то ботиночками, ботильонами, и сразу сложился образ. И причем вот такой цвет платья, как я и говорила, красный, и ораны. Как у Людмилы было платье красное, показывала, тоже не требует каких-то особенных украшений, оно уже смотрится хорошо. Мне кажется, мне все платья нравятся. Я вот, если бы мне нужно было выбирать что-то, я не знаю, я бы, наверное, только по фотографии выбирала. Ну, имея в виду фотография, которая красиво сфотографирована. Вот еще ее платье, посмотрите. Вот тут, может быть, видно раны на ютубе, не знаю. Вот этот цвет коварный, его плохо видно. Но у вас видно, я знаю. Класс, Надежда пишет. И вот еще чуть потемнее фотография, можно посмотреть силуэт. Тоже видите, платье прямое, но за счет того, что снизу резинка... Ой, я уже заговорилась. Мне воздуха не хватает. Что снизу резинка, оно получается таким классным зауженным. И сверху оно действительно оверсайз. Хорошо сидит платье, сочное. Да, запоминайте цвет и вяжите себе такой же, потому что помимо серого платья нужно иметь в гардеробе какое-то еще яркое, чтобы себе этим платьем улучшать настроение. Связь прерывается, сохраните, пожалуйста, эфир в записи. Если получится, сохраню в Инстаграме будет, но запись будет на Ютубе, на моем Ютуб-канале обязательно. Дальше следующее платье Натальи. Наталью я тоже всегда жду работы. Она вязала очень красивое платье на дочку, которое мы вязали летом, летнее платье. Вот, Надежда пишет, спасибо, девочки. Это как бы платье в полный рост. Сейчас я покажу вам пряжу. Я ждала с самого начала платья Натальи, потому что пряжа очень красивая. Вот так выглядит верх. Тут пряжу еще не видно. Сейчас я вам покажу, какая пряжа. Вот так выглядит само платье. Тоже, смотрите, очень хорошо сидит. Если вам видно, очень хорошо сидит. Мне понравилась работа Натальи. Она так аккуратненько все сделала. Она мне просто присылала кусочками. Я смотрела и восторгалась. Вот тут немножко уже виден цвет снизу. Он такой вот, знаете, какой-то баклажановый, что ли, и с вкраплениями разноцветными. Сейчас еще покажу. Вот, смотрите. Разноцветными вкраплениями, очень красиво. И я представляю, как сблизи смотрится это платье хорошо. Девочки все такие молодцы, очень все красиво, как всегда. Ваши интенсивы мотивируют. Обязательно тоже свяжу себе платье. Юля, вяжите обязательно и скидывайте мне фотографию, я буду ждать. Вот еще платье Натальи. Я не знаю, есть вы сейчас онлайн, Наталья, или нет, но я хочу сказать, что у вас платье очень аккуратное. Мне понравилось. Так, показываю дальше. Дальше у нас платье другой Натальи. У нас, кстати, очень много Наташ в интенсиве, я уже это говорила, прям очень много. И их количество, по-моему, не уменьшается. Наташа умничка, очень красивая, пряжа супер. Наталья супер, пряжа и платье потрясающее. Да, это платье тоже понравилось, с вкраплениями. Все девочки молодцы, спасибо вам большое. Следующее платье следующей Натальи. Вот, тут Наталья. Приветик вам. И тоже покажу вам сразу законченный образ. Вот, это платье как раз одно из тех, которое вообще уникальное. Помните, как я говорила про Яну, у которой платье было не похожее на другие, желто-зеленое? Вот у Натальи я тоже могу сказать, что вот вообще совсем не похоже на другие, потому что у нее рисунок, посмотрите, рельефный, не знаю, видно вам или нет. И платье коротенькое, но оно так классно на ней смотрится, на ютубе не видно рельефного. Вот, знаю, что оно многим очень понравилось, по лайкам посмотрела. Так, у нее из мериноса. Наталья, у вас какой состав пряжи, напишите, которая с фиолетовым платьишком. Сашенька, спасибо за интенсив. Не за что, Оля. У Натальи просто нереальная бомба. Я хочу уже описание его и буду 100% делать подобное. Соня, пиши Наталье, думаю, она чем-то подскажет, поможет. И это шикарно, и девочки все умнички. А вот, да, Вера, это меринос у предыдущей Натальи. У Наташи и у Оли больше понравилось.
крутое, шикарно, очень красивый рисунок. Это платье просто вау, самое шикарное, цвет и узор, стильно и вкусно, и образ, шик в целом очень крутой. Знаете, почему я хочу вам сказать, почему оно крутое? Я на 100% уверена в том, что у каждой девочки-участницы такое же крутое платье. Если смотреть, ну, как бы просто взять все платья, разложить и сравнить. Я вам давно уже говорила, что цепляют именно фотографии. И вот из-за того, что у Натальи, я предыдущий вам еще показывала девочек работ, когда есть полностью уже готовый образ, когда есть такие фэшн-фотографии, то изделие кажется, ну, вообще самым-самым лучшим. Наталья, я не говорю, я сейчас так говорю, получается, что у Натальи вообще на самом деле не очень, просто она так сфотографировалась и получилось. Нет, я наоборот говорю, что те все предыдущие работы, где девочки просто в зеркале сфотографировались, либо многих девочек детки сфотографировали, как раз-таки те платья, я уверена, ничуть не хуже этого, потому что смысл в том, фотография цепляет именно тогда, и изделие кажется крутым, когда сформирован полностью образ. Вот у Натальи именно готовый настоящий образ, и хочется рассматривать каждую деталь. Вот скажите, мне кажется так. И мне кажется, что если Наталья, извините, что я вас так в пример ставлю, если Наталья наденет все-все-все платья всех девочек с интенсива, создаст какой-то классный образ, ну или либо не Наталья, а другие девушки, которые тоже вот так вот надели на себя, создали образ и пошли на улицу фотографироваться, то получится тоже очень классно. Поэтому всегда старайтесь судить не только по целиком фотографии, но еще и по самой работе. Работа, конечно, очень крутая, мне очень нравится это платье, Наталья сама очень нравится. Я ей уже писала, что Наталья крутая, вы крутая, это правда. Вот, но смотрите также еще на саму работу, когда вы просто взглядом оцениваете. Есть очень много хороших мастеров, но которые просто, ну, либо нет времени, либо нет желания, либо нет возможности пойти и круто сфотографировать это платье, это изделие. Поэтому обязательно смотрите чисто на само изделие. Есть очень крутые изделия, которые просто, к сожалению, не очень хорошо сфотографированы на не очень хорошую камеру, например. Так. Очень стильное платье, очень интересно, очень крутое. Наталья пишет: "Спасибо большое, я влюблена, супер платье". Так, там еще кружево такое, кружево снизу, да-да-да. Это вы про вот это. Ну, тут, конечно, плохо видно через монитор, но оно там есть. Шикарная. Ой, Наталья пишет: "Я вас обожаю". Все верно, иногда не понимаешь, как вещь носить, а когда готовый образ, все складывается. Да, вот я рада, что вы меня правильно поняли, потому что я никого не хотела обидеть, наоборот, хотела подсказать. Дальше платье Оли. Олю я всегда, не всегда, я один раз ее так назвала, ей написала, но сама по себе я уже определила, это один из самых старательных участников нашего интенсива. Вот у меня чешется нос, но я не вру, потому что, знаете, всегда бывает, раз чешешь нос, значит врешь. Нет, не вру. И я заметила, что Ольга очень старается сделать все идеально, и меня это очень подкупает. Я люблю таких учениц, люблю таких вообще, в принципе, людей, и всегда ее все работы ну, идеальный. Вот знаете, смотришь и не знаешь, к чему придраться, если вот, например, захочешь. Вот платье Оли, я тоже всегда жду ее работу, у нее очень красивый был кардиган предыдущий, платье летнее было красивое, вот теперь платье зимнее. Наталья супер платье пишет. Вот, смотрите. Оля перевязывала горловину, она сделала ее немножко другой. У Оли, кстати, вот здесь кажется, да, что платье тоже приталенное и зауженное к низу. На самом деле оно прямое и снизу резинка. Оля очень старательно вяжет, очень старательно ко всему подходит, ко всем расчетам, ко всем вязальным процессам, и всегда у нее получаются идеальные вещи. Вот мне кажется, это как раз пример, одно из любимых точно, как раз пример, когда человек не с помощью
быстро за 3 недели связать и носить платье, не с помощью таких мыслей, а с помощью мыслей подходить ко всему тщательно, аккуратно и все продумывать, как раз получает шикарные вещи. То есть не за счет быстрого времени, а за счет именно, э, открытия, вот полностью открывает себя к новым каким-то знаниям и старается изо всех сил. С вашим кардиганом сложно не быть стильным, очень многие спрашивают. Ой, спасибо. Спасибо. Вот это мое любимое. Оля, очередной шедевр, идеально. Я согласна, что очередной шедевр. Вот еще покажу. Вот видите, кстати, у Оли еще очень вкусные фотографии. Она умеет правильно подавать свою работу. Что кардиган был, что платье, что вот это платье. И тоже вот, знаете, из фотографий из тех, когда хочется разглядывать каждую деталь. Горчицы меня восхищают, фотографии Оли, и Оля тоже согласна. Какие красивые платья, столько талантов. Девочки, это все потому, что, мне кажется, мне кажется, все потому, что когда люди собираются, я не про себя, а про своих учениц, когда люди собираются вместе, вот как-то создается какая-то такая атмосфера положительная, и все таланты как будто рвутся наружу. Мне кажется так. Я вот смотрю, как девочки общаются в нашем чате в Вайбере, когда, ну, идет какой-то интенсив, они там общаются на разные темы. Я понимаю, насколько их объединяет общее дело, и насколько хорошо это их стимулирует, вдохновляет, и они все стараются. Одно круче другого. Ох, какие все все-таки трудяги, гениальные девочки. Спасибо, Леся. Стильная горчичка, очень красивое платье, одно из любимых. Девочки, я в восторге от всех ваших платьев, обязательно свяжу в будущем. Давайте я вот как раз и показываю, чтобы простимулировать, чтобы вы тоже связали себе потом. Большое спасибо, Сашенька, большое спасибо, девочки, очень приятно. Оля, вам спасибо, что вы у нас есть. Дальше снова Оля. И Оля меня удивила фасоном, тем, что у нее фасон немножко другой. Причем она такая молодец, она мне сразу написала: я вот хочу такой фасон, у меня будет такое платье, вот мои расчеты. И связала то, что и хотела. И мне как раз написала, получилось реально то, что у меня было в голове, ну вот как-то так. Вот, посмотрите. Сашуль, ты как магнитик, всех притянула к себе. Спасибо тебе за твой труд. Спасибо, Оля. 50% успеха, хороший учитель. Ой, Леся, ты меня сейчас будешь хвалить. Спасибо тебе. Вот, сейчас я покажу. Смотрите, сзади очень интересно, кстати, фасон. Я, кстати, я что закстатилась. Я себе хотела такое платье шитое. Я увидела как-то такое шитое платье, вот реально такое. И я себе его очень хотела. Ну, как-то что-то хотела и забыла. Думаю, что я его еще себе сошью. И потом, когда я увидела платье у Оли, я поняла, что это как раз то, которое я хотела шить, только вязаное. Мне очень понравилось, очень интересное, посмотрите. И оно как раз круто, потому что оно вот такое широкое. Удивительное платье, да-да-да, я согласна. Вот, смотрите, оно очень классное. Оно тоже, кстати, многим подойдет по фигуре. Как куколка, да, да. Вот если так, видите, ручки поставить. Девочки все очень поддерживают. У меня опускались руки, что я не попадаю с расчетами, и девочки поддержали меня. Очень интересная моделька. Бэби Долл почти. Оля оригинально, очень красиво. Так, дальше показываю. Оля, готовься. Видите, у нас Оли, Наташи, Кати тоже есть, Елены. Да, много нас. Следующая Оля. Ну, за эту Олю я вообще не переживаю. Мне кажется, уже все девочки с интенсива знают, что Оля всегда свяжет первая, и у Оли всегда все будет круто. И Оля мне всегда скидывает уже там под конец интенсива, она мне просто скидывает готовое платье и говорит: все, вот я за один день все сделала, держи. И всегда, конечно же, мне получается хорошо. Вот, Оля, я это про тебя. Оля оригинально, очень красиво. Я уже пожалела, что не участвовала в предыдущих интенсивах. Девочки, вы такие таланты. Сашенька, ты умница, что всех обучаешь. Спасибо большое вам. Оль, тоже целая кучка собралась. Да, вот платье Оли. Оля вязала из мохера. Не видно на фотографии, оно пушистенькое. Цвет тоже очень красивый, посмотрите, отличается от остальных. Но оно тоже такое оверсайз, оно, кстати, похоже на мое чем-то, ну, немножечко соли, да, похоже по конституции.
И размеры, по-моему, я так смотрела, у Оли, по-моему, были похожи на мои размеры. А, ой, а я что, у меня нету, что ли, фотографий? Ой, блин, а где же эта фотография? Я хотела показать, у Оли фотография еще есть. Она здесь обшила стразиками это платье. Я хотела показать горловинку. Оле очень идет. Да-да-да. Сейчас я постараюсь, может быть... Оля, ты не выкладывала? А, ты не выкладывала. Блин, это Сашин телефон, тут я точно не найду этой фотографии. Сашенька, как же круто, сколько девочек собрались около вас, и сколько му всех научила нас. Такую красоту все связали. Сашенька фея, спасибо большое. Милана пишет, мое любимое, тоже хочу такое платье. Вот, берите пример с Оли и вяжите. Мне очень понравилось. Ну, в общем, представьте, что здесь еще стразики. Это Оля как раз тот человек, который всегда с закрытыми глазами делает все расчеты, всегда мне скидывает уже готовое платье, там буквально на второй неделе у нее уже все готово. И меня это очень радует. Оля, как всегда, идеально, класс, спасибо, девочки, да, да-да-да, я согласна с вами. Дальше платье Славы. Вот Слава, которая писала, что по-моему, вы писали, да, что я пожалела, что не связала такое. Мне платье Славы очень понравилось. Опять же, оно не похоже на другие. Оля молодец, как всегда, все отлично. Вот здесь, может быть, вы не видите, но у меня тоже теневой рисунок с лицевыми изнаночными. Оля носит как платье. Оно немножко, видите, коротковатое, но ей очень идет. Посмотрите, сейчас я покажу поближе. Посмотрите, какая классная спинка. Мне тоже очень это платье понравилось, и я прям так себе его в голову так положила. Так думаю, ага, узор я запомнила. Вот, смотрите, как круто. Тоже хорошие фотографии, получился хороший образ. Вот, смотрите, как красиво. Вот, кстати, Слава у нас участвовала первый раз в интенсиве, но тоже справилась, по-моему, на 5 идеально все получилось. Шикарные платья у всех. Да-да-да. Сколько у нас там еще времени? Ну, у нас еще и немного платьев осталось. Наверное, нам придется еще дальше чуть продолжить эфир. Я все-таки покажу свое и расскажу немножко про шапки. Дальше у нас платье Юли. Вот у Юли тоже посмотрите. Так, правда, очень красиво, шикарно. Оля умничка. Посмотрите, платье у Юли. У нее тоже спереди ромбы. Видите? Цвет, ромбы и все. И платье уже можно носить совершенно спокойно, как самодостаточное, и к нему больше ничего не нужно добавлять. Очень тоже красивое. И посмотрите, как хорошо идет. Оно сидит, по-моему, идеально. Красивая горловина, рукав хорошо, низ хорошо, длина. Вот мне все устраивает в этом платье. Знаете, связано вот прям идеально. И вот на спинке оно такое простое. Тоже очень хорошо. Я когда увидела это платье, мне так, знаете, так тепло какое-то растеклось по телу, потому что я поняла, что ну вот это результат, это как раз то, что нужно, когда есть какая-то изюминка, когда цвет и когда совершенно не похоже на другие платья. Дальше платье Маргариты. Посмотрите, какое оно тоже милое, хорошее. Оно у нее такое какое-то темно-синее. Здесь, может быть, вам плохо будет видно, но оно у нее темно-синее. Вот это наоборот, да, разница есть. Наоборот, это платье базовое, которое должно быть, как я вам уже говорила, в гардеробе каждой девушки. Когда вы на него потом будете накладывать какие-то украшения, сумочки, верхнюю одежду, может быть, какие-то сапожки. И это платье тогда заиграет разными красками. Оденете с такими сапожками, будет так выглядеть. Оденете с какими-то сапожками на низком ходу, будет так выглядеть. Оденете с брошкой красивой, будет иначе выглядеть. И вот это как раз круто, когда есть такая вещь, когда надел и смотришь по своему настроению, как ты хочешь выглядеть. А у Юли платье такое наоборот, предыдущее, когда надел и больше ничего не нужно, потому что это платье уже само по себе хорошо. Это тоже хорошо, но я имею в виду, что это база для еще добавок сверху. Хорошая база. Такие должны быть, и то должно быть, и то должно быть у девушек.
Хорошо сидит, очень аккуратная, очень вкусная, класс. Можно ссылки на страницы всех девочек, очень все такие умницы. Я уже говорила, я создам на днях создам отдельный профиль, там будут все ссылки, и там будут фотографии всех работ девочек, которые вязали вместе со мной. Так, а эти все есть ссылки в нашем закрытом профиле участниц интенсива. Вот если вы в следующем интенсиве по шапкам будете участвовать, у вас будет доступ к этому аккаунту, и вы сможете там посмотреть все ссылки и все платья. И не только платья. Здесь в чате можно сразу на них понажимать сейчас. Да, кстати, вот все у нас, которые здесь девочки есть, многие из них из интенсива. Вот это платье мне так понравилось, кстати, Закия еще связала одно для своей дочки. Закия вязала для два платья для одной своей маленькой дочурки. Вот первое, она связала уже второе, но не было фотографии еще на девочке. Вот первое, посмотрите, какое чудесное. И тоже связано по тем расчетам, которые я давала. То есть принцип тот же самый. Посмотрите, можно связать и на малыша, пожалуйста. Вот какое хорошенькое получилось. Можно по хэштегам пройти. Да, у нас есть хэштеги. Саша нас плохому не научит в одно слово. И вяжем с Краснобаевой платье оверсайз через нижнее подчеркивание после каждого слова. Вот. И вот сзади посмотрите. То есть можете спокойно брать все наши расчеты, принцип наших расчетов, и вязать на малышей. Вот это мне очень понравилось. Еще второе вяжет Закия красненькое платьишко. У нас осталось 4 минутки, сейчас успею, думаю, показать еще 4 девочки. Вот платье для Елены. Посмотрите, бордовое. Как я и говорила, тоже базовое платье, которое можно украшать потом всякими разными штуками, но здесь цвет уже тоже играет свою роль, потому что цвет яркий, не яркий, цвет насыщенный, темный, но насыщенный. Очень круто смотрится. Так, очень мило, какая крошка, милашество, прелесть. По хэштегам мало платьев выдает, да, к сожалению, девочки не публикуют почему-то свои платья под хэштегами, но я думаю, что это со временем все. Малышке очень идет, я свяжу не скоро, зато свою мечту очень, мне тоже все платья понравились, все молодцы, да. Яна, я жду твое платье. Дальше работа Олеси. Олеся у нас тоже уже такой опытный боец, даже не боец, просто опытный вязальщик, который участвует постоянно в интенсиве, она вязала платье на подругу. У нее была цель связать платье большого размера, но посмотрите, как аккуратно и идеально сидит снизу кружево. Сейчас я вам покажу еще. На горловине там тоже бусинки пришиты. Посмотрите. Сейчас я покажу. Вот так, видите, снизу кружево и сверху пришиты бусинки. Видно вам или нет, не знаю. Но платье тоже идеальное, посмотрите, это тоже отличный пример. Вот, горловина какая красивая, видите, у Олеси? Олеся всегда молодец, у нее тоже очень аккуратные работы, она мне всегда скидывает, и я так, ну, круто. Вот, тоже отличный пример, что можно по нашему фасону, по нашим расчетам связать платье большого размера. Молодцы, работы супер, очень аккуратная работа, повезло подруге, точно. А вот еще платье Любови, которое вяжет для своей дочки всегда, я тоже всегда жду ее платье, у нее всегда очень красивые работы. Вот, тоже платье из мохера, как у Оли, бордовое, с такой широкой горловинкой. Вот, посмотрите, оно коротенькое, очень красивое. Я такое люблю. Я ждала ее работу, она мне скидывала пример платья, которое она хочет связать, и я ей сразу написала: я жду, вяжите, я хочу, чтобы вы связали за 3 недели. Ну, Любовь не подвела, она всегда за 3 недели успевает, и связала. Она его, кстати, много раз перевязывала, чтобы попасть в нужную ширину. Хорошо на любых фигурах, а я себе побоялась связать. Вот я дуреха. Оля, бежите. И вот, кстати, помните, я вам говорила, что девочка у нас Оксана, которая связала себе платье, но оказалось, что это крутой свитер. Мама померила, и ей очень подошло. Вот это мама Оксаны, которая теперь с обновкой, с новым свитером. Так что вы можете спокойно, вот у нас 2 примера, что вы можете спокойно по нашим расчетам вязать свитерочки. Вот, мне кажется, на маму отлично села, и мама сама довольная, я знаю, мне Оксана писала, поэтому это 5 огромная.
Так, цвет бордо бомба. Девочки все умнички. Красивое платье, очень элегантное. Привет всем, свое вяжу еще, но в планах еще для своей малышки такое же. Family look будет. Круто, круто. Вот, это последняя была фотография. Вот все наши работы, которые я вам показала. Давайте я, наверное, сейчас переключусь, и мы пообщаемся на другую тему. Сань, можешь забирать телефон. Можешь забирать телефон. Сейчас я подключу эфир, и мы продолжим еще немножко поговорим. Я свое платье покажу. Оно что меня хоть не примялось. Сейчас я покажу, подожду, пока вы подключитесь, и покажу свое платье. Я тут сижу, сама с собой разговариваю, думаю, не примялось ли оно у меня тут, все ли нормально у меня с ним. Я сейчас встану, а там какое-нибудь, что-нибудь не то. Я позорюсь. Показала такие красивые ваши платья, а свое у меня будет какое-то ужасное. Как ты не устала говорить? Не, я могу долго говорить, серьезно. У меня единственное, что немножко горло начинает першить. Мы сейчас еще буквально, наверное, минуточек 15 пообщаемся, я быстренько вам все расскажу, и все, и будем прощаться. Бусы шикарные, спасибо, это я сама делала. У меня еще есть 2 таких нити, немножко других, но я их почему-то не могу найти. Вот мы переехали в этот новый дом, и они куда-то пропали. Приветик, я все пропустила. Лена, приветик, на ютубе потом посмотришь, я думаю, будет видно. Все будет хорошо. Спасибо. Ну что, 100 человек, давайте буду показывать свое платье. Вы раз вы думаете, что все хорошо, а я переживаю. Сейчас, подождите. Тут какая-то ниточка. Очень красивый образ. Саша, королева осени. Спасибо большое. Девочки, поздравляю всех, горжусь вами. Сашеньке огромное спасибо. Оля, спасибо вам. Вот мое платье на ютубе, как всегда, не видно. Да, видите, оно тут помято, потому что в составе есть хлопок, и когда я сажусь, оно немножко приминается. И вот здесь, видите, помятое. Ну вот такое мое платье. Не знаю, что еще сказать. На ютубе ничего не видно. На ютубе ничего не видно. Ну ладно, ничего страшного. Ваше платье сильно растягивается, но я его только начала носить, пока оно не растянулось, пока все нормально. Оно немножко тянет назад, это за счет попы, но я к этому готова, потому что у меня все платья, которые мои вязаные, они немножко все тянут назад, и я как бы нормально к этому отношусь, я не вижу в этом ничего страшного. Сейчас я почитаю, что вы пишете, пока немножко еще постою. Рукав получился таким, как я и хотела. Он кажется немножко подстреленным, это за счет того, что я все время присобираю его сюда, и видите, уже появились складочки, и рукав подскочил. Я его повешу на плечики, если мне нужно, чтобы рукав растянулся. Он был сегодня утром гораздо длиннее, ну вот примерно вот так он был длиннее. Вот, ну, получилось то, что я хотела, реально, потому что, как бы, ничего другого у меня в голове не было. Оно немножко широкое, видите? Оно не по талии, и оно не совсем, не сильно широкое. Я делала прибавку 10 сантиметров на свободное облегание, и вот мне прям было достаточно. Так, сейчас покажу. Ой, покажу. Что я говорю, покажу? Сейчас я почитаю. Очень красивый образ. Саша, королева осени. Спасибо, Карина. Саша, привет, я все пропустила. Была информация по шапкам, еще нет. Сашуль, тебе очень идет цвет платья. Ваше платье сильно растягивается, это я ответила. Так, красотка, Сашуль, ты очень сегодня нежная, класс. Как называется цвет? Название я не знаю, номер цвета 466. На ютубе, как всегда, не видно. 466. Пряжа Alize Cotton Gold Plus. Alize Cotton Gold Plus.
Мне очень нравится, Саша, как всегда, супер. Саша, вам все идет, спасибо. Отличная, класс. Ширина, длина какая? Ширина 52 сантиметра. У меня, кстати, после ВТО оно не изменилось. Высохло у меня быстро, хотя тут хлопок, и оно так прилично должно сохнуть, но высохло быстро. Ширина 52, длина 80. Вот длина тоже получилась так, как мне нужно, 80. Умница, шикарно. Спасибо. Единственное, что здесь, видите, у меня тоже здесь вырез достаточно широкий, потому что я его на прибавке не делала здесь, и планировался вот такой он. Вот такой. Вот такой. Но, понимаете, за счет того, что здесь широко, то платье удобнее ложится вот так. И когда я надела на себя, мне очень понравилось, и я решила, что вырез я переделывать не буду, и мне все подходит. К тому же вот эти части опустили вниз, что мне тоже нравится, потому что как раз спущенное плечо я люблю, когда немножко вот оно пониже. Умница, шикарно, круто, очень красиво. Саша с такими косами бесподобно. Спасибо. Супер красотка, классное платье, очень приятный цвет. Спасибо, девочки. Идеально, шикарное платье, вы большая молодец, пример для нас. Почему спина платья длиннее, чем вперед? Света, потому что на попе вытягивается все равно со временем. Спереди-то не вытягивается, а на попе вытягивается. И получается, что спинка, вот не знаю, у моих платьев зимних, летних почему-то нет. Я не знаю, кстати, почему. А на зимних у меня всегда спинка немножко длиннее, чем вперед. Я как бы, ну, с этим, к этому нормально отношусь, и поэтому у меня все устраивает. Супер, платье просто мечта, класс, очень шикарно, платье красивое тебе идет, незаметно, что плюс 20, плюс 10. Очень красиво, Сашуль. Здесь плюс 10 у меня. По бедрам, бедра, я не помню, сколько у меня бедра. Вы знаете, я вам там рассказывала, когда мы расчеты делали. А ширина 52. Ну, смотрите, если ширина 52, то 42, 84. Да, наверное, 84, так и есть. Бедра. Саша, супер, вы меня вдохновили, спасибо. Сколько мотков у вас ушло и длина платья? Длина 80 сантиметров, мотков у меня ушло чуть меньше 5. Чуть меньше 500 грамм, я еще не взвешивала остатки, но у меня вот несколько вот таких, ну несколько, это 3 вот таких клубочка осталось. Я ж думала, что мне вообще не хватит, а мне хватило. И рукава как раз то, что я хотела, и все получилось. Вот видите, помните, я вам говорила, что у меня резинка не выполняет функцию, ну, как бы, как это сказать, зарядку я тебе пока не дам, она мне тоже нужна. Вот резинка не выполняет функцию, вот знаете, когда в обтяжку. Резинка у меня просто здесь, просто снизу резинка. И вот поэтому я на резинку прибавила, по-моему, плюс 10, да, сантиметров. По-моему, у меня здесь 25. И вот она как раз такая широкая получилась. То есть вы можете посмотреть, что резинку всегда не обязательно вязать вот прям тютелька в тютельку. Резинка может быть иногда и, ну, вот так выглядеть. Тебе идет это платье, цвет тоже, спасибо. Сашенька, красавица, спасибо. Платье супер, цвет очень красивый, спасибо. Мои комментарии не видны, Света, я все читаю. Света я вижу, я не вижу. По-моему, цвет верблюжья 6. Похоже, кстати, да, похоже, девочки. Я уже 2 раза писала, девочек поздравляла с окончанием. Света, я не вижу. Я, кстати, заметила, что некоторые комментарии я не вижу, когда мне девочки пишут, почему вы не читаете, пролистните, почитайте. Видно, просто быстро идут комментарии. Не, я все подряд читаю, девочки. Саша, спасибо за интенсив, не за что. Чтобы не вытягивалось, надо носить под него чехол. Да, я это знаю, я это рекомендую. Кстати, кому это вот прям сильно важно, но меня устраивает. Чехол я точно носить не буду, потому что это дополнительный еще какой-то плюс к одежде, а вот мне в этом вязаном платье прям идеально. Знаете, идеально зимой, кстати, будет, потому что я его вязала на осень, и сейчас мне в нем было жарковато. Поэтому я думаю, если бы был чехол, то мне бы, может быть, было бы еще более некомфортно в нем сейчас. А зимой я его как раз буду носить. Саша, после стирки платье приходит в норму или спина навсегда остается ниже?
После стирки приходит в норму. Потом, Света, когда ты начинаешь носить его, день относила, например, если ты очень часто где-то сидишь, встаешь, все равно под вечер оно опять немножко вытягивается. Вот так у меня происходит. Если весь день на ногах, то ничего не происходит. Мои комментарии тоже пропадают. Тю, блин. Что за чехол? Подклад. Просто сшить какой-то подклад из ткани, и тогда подклад будет держать платье. Ну, я имею в виду, вы когда будете садиться, вы будете садиться на чехол, на подклад, а платье будет оставаться в таком же положении. Я еще раз напишу. Давай, Света. Поздравляю всех девочек с окончанием. Девочки молодцы, у каждой получилось яркое, индивидуальное, шикарное платье. Поздравляю! Ура! Я сертификаты вам разошлю на днях. Пожалуйста, очень вас прошу, те девочки, которые участвовали первый раз, я вам отправлю сообщение, чтобы вы мне выслали, чтобы вы мне написали, не выслали, фамилию, имя э, и и ник в Инстаграме, который бы вы хотели, чтобы был на сертификате. Вот вышлите, пожалуйста, потому что в прошлый раз были некоторые неудобства из-за того, что девочки мне некоторые не выслали эти данные, хотя я писала несколько раз, а потом, мне кажется, немножко обиделись, что я про них забыла. Я просто не знаю, что писать на сертификате, у некоторых в Инстаграме нет фамилии, у некоторых фамилии какие-то выдуманные, вот, поэтому вот как хотите, какую фамилию хотите видеть на сертификате, то и пишите. Какой профиль в Инстаграме хотите свой там указать, тот и указывайте мне. Девочки старенькие, будем вас так называть, уже у меня есть о вас информация, я просто ее внесу. Залина, зато я всегда вижу твои комментарии. Блин, а я не вижу. У меня, увы, не готово фото на мне, платье готово. Милана, у тебя такое платье, я так хотела его показать, но мне кажется, что из-за того, что у всех девочек на себе, платье просто в разложенном виде, оно не так хорошо смотрится, непонятно. У Миланы насыщенный такой бирюзовый цвет, вот как такого, знаете, глубокого-глубокого моря, ярко-желтая здесь обвязка, желтые рукава. Очень классное платье, и я очень жду, Милана, фотографию на тебе. Ты, как я, украинские словечки, тю и шо. Мне, кстати, уже писали, мне так нравится, как вы тюкаете, а я не замечаю. Дело в том, что мне, ну, я не знаю, мне кажется, что я все нормально говорю, оказывается, у меня есть такие немножко любимые словечки. Ну, как-никак, я всю жизнь в Украине прожила. Свет, я не видела твоих комментариев тоже. Я тоже. Я помню, бывало такое, что я не видела некоторые комментарии. Ну что, давайте теперь про шапки расскажу немножко. Потому что, в принципе, всю информацию я буду выкладывать у себя в Инстаграме. Расскажу сейчас для Ютуба, для тех, кто присутствует. Буквально 10 минуточек, я думаю, займет, и будем прощаться. С 15 октября, с воскресенья, то есть сейчас понедельник, и уже вот в воскресенье мы начнем следующий интенсив. Интенсив по вязанию шапок. Девочки меня все-таки уговорили, я не любитель вязать шапки, я люблю вязать крупные вещи, поэтому я не планировала интенсивы по шапкам, но много было просьб, я вот как-то вас спросила, и поняла, что вам это нужно, поэтому решила провести. Интенсив будет двухнедельный. За 2 недели вам нужно будет связать 3 шапки минимум. Вы можете связать все 10. Я думаю, мы примерно 10 шапочек будем вязать в интенсиве. Может чуть больше, может чуть меньше. Может я какую-то вычеркну, если мы не успеем. Но я постаралась выбрать разные шапки, я основывалась на ваших желаниях, потому что мне девочки скидывали в директ фотографии шапок, и я понимала, что вы хотите видеть в интенсиве. Э, Что будет, как это будет все происходить? У меня почему с воскресенья? Потому что у меня в планах 10 шапок, эфиров 4 в неделю, это мало для 10 шапок. Я решила сделать 10 эфиров за 2 недели. Эфиры будут с воскресенья по четверг. В пятницу и субботу мы будем отдыхать. Один эфир будет одна шапка. Ну, примерно так. Я вам еще потом, когда мы начнем интенсив, я вам расскажу всю систему, потому что я поняла, что за 1 час мы не сможем с вами сделать расчеты и связать целиком шапку. Нам нужно как минимум несколько часов. Поэтому мы будем начинать в один день вязать одну шапку,
На следующий день мы будем ее заканчивать и начинать вязать следующую. Мне кажется, что такой темп работы будет более удобен. Вот, чтобы я вам не показывала вот эту серединку, понимаете, да? Ну, важно уметь начать вязать начало шапки, там, может, какие-то переходы от резинки к косам, вот что-то такое. И важно правильно закрыть макушку. А то, что мы посередине вяжем несколько раппортов узора, я думаю, это вы сможете связать сами. Расчеты мы будем делать обязательно. Вы сможете сделать потом самостоятельно расчеты на любой размер головы. Я вам скажу, какие мерки нужно снимать для шапок. Самые важные, которые необходимы будут для любого фасона. Расскажу, как правильно делать расчеты на макушку, на вот это вот закрытие. Знаете, честно говоря, я... Сейчас. Давайте я потом почитаю, лучше расскажу. Честно говоря, я заглянула все-таки на YouTube, потому что я, когда на YouTube как-то заходила, я смотрела мастер-классы, наличие мастер-классов, я их не смотрела, по шапкам, и я видела миллион мастер-классов. Я понимала, что мои мастер-классы по шапкам не нужны, потому что информации в интернете море. Но вот сейчас все-таки я заглянула в эти мастер-классы, я открыла вот какой-то первый, который мне выдал YouTube, и я правда поняла, что некоторая проблема есть. Потом я открыла второй мастер-класс, потом я открыла третий, и я открыла четвертый. Я открыла 4 разных мастер-класса, разных мастеров, разных шапочек. И я поняла, что есть некоторая проблема. Девочки так и говорят, набрать 80 петель. На мою длину шапочки, у меня длина шапочки 20 сантиметров, на мою длину мне нужно провязать 60 рядов. Ну, вы посмотрите, какая там у вас длина, и посчитайте количество рядов на свою длину. Дальше закрываю я вот так. Ну и показывает, как она закрывает. Конечно, все очень понятно, очень подробно. И вообще я считаю, что такие мастер-классы тоже нужны. Для начинающих вязальщиц это самое то, когда ты садишься и просто повторяешь все действия за мастером, и у тебя получается готовая вещь. Но когда ты хочешь дальше развиваться, и когда ты хочешь уже самостоятельно что-то делать, какие-то расчеты, тогда нужно от этого отходить. И я поняла, что я 4 мастер-класса открыла, я поняла, что там нигде не сказано, как рассчитать на мою высоту. Вот у меня другая высота шапочки, у меня другое количество петель, потому что у меня другая пряжа. Что мне делать? И я поняла, что вот, наверное, эта проблемка есть. Я уверена, что есть и другие хорошие мастер-классы, и эти хорошие были. Но я хочу с другой стороны подойти. Я хочу вам рассказать, как на любой размер сделать расчеты, количество рядов, как закрыть. Поэтому я придумала разные виды шапочек. И мне кажется, что там на каждой шапке, во-первых, свое закрытие, свой набор может быть, свои узоры. И мне кажется, что на вот этих 10 разных шапках вы примерно поймете, как это делать. Вот. И еще какое тут дело есть такое, о чем я хотела сказать, уже забыла. Сама суть не расчета, а как бы распределение убавок вот тут сверху на шапочке, потому что под каждый узор объясняют, как здесь в этом узоре убавить, как в этом узоре убавить, но не объясняют в целом ход своих мыслей. Вот я тоже хочу вам рассказать, как вот я вижу узор, мне нужно закрыть макушку. Что я делаю, как я думаю, где мне какие части закрывать, просто хотя бы чисто на словах рассказать, и чтобы вы, может быть, тоже немножко поняли, хоть капельку. И сразу говорю, может быть, это вам не очень понравится, я не знаю, сразу говорю, я не любитель вязать шапки, потому что они вяжутся быстро. Я люблю вязать крупные вещи, я уже говорила. Но, и я нигде не училась по вязанию шапок, я не знаю, как правильно, как в книжках, я не знаю, как это делают мастера, у которых там по 100 тысяч подписчиков, и которые продают шапки вот просто по 10 штук в день. Я не знаю, как они закрывают. Я не знаю, как это, вот я уже говорила, как это нужно делать по книжкам. Может быть, есть какие-то правила уже придуманные кем-то. Я люблю всегда изобретать велосипед, мне проще посидеть
часа 20, 20 часов 20, несколько дней, короче, посидеть, несколько раз перевязать, но самой понять, как это делается, и самой делать так, как я себе придумала, чем взять, открыть чужой мастер-класс и его посмотреть. Мне кажется, я так медленнее учусь. Я учусь, когда я сама колупаюсь и перевязываю. Сейчас шапки я вяжу редко, потому что, ну, как бы редко заказывают шапки. В основном заказывают там свитерочки, кардиганы, платья тоже, кстати, не часто заказывают. Свитера, кардиганы в основном вяжем. Вот. И на самом-то деле шапок за свою жизнь я связала очень много, потому что начинала я тоже с шапок. Мне кажется, все начинают с чего-то такого быстренького, легкого. И когда я только-только начинала вязать на заказ, как раз заказы шапок просто сыпались рекой. Я их миллион перевязала, я смотрела перед интенсивом вот этим шапочным своей старой работы, я там посмотрела и даже, знаете, так ничего себе, какая я молодец. Я тогда, ну, как бы не умела идеально вязать, хорошо вязать, я не говорю идеально, хорошо вязать изделия какие-то крупные, не умела, но шапочки я вязала хорошо. И у меня не осталось описаний, но зато, знаете, руки помнят, голова помнит, поэтому я очень хочу вам показать свой опыт. Поэтому, если вдруг вам покажется, что я делаю не так, как делает другой мастер, это не значит, что это неправильно, и это не значит, что кто-то из нас не прав. Я расскажу, как это делаю я. Если вам подходит это правило, вы им пользуетесь, если вам оно понятно. Если вам не подходит, вы можете по-другому закрывать, по-другому вязать, и в этом нет ничего страшного. Я вообще не считаю, что не я, что вообще есть какие-то жесткие правила вязания. Можно сделать так, можно сделать так. И вот как раз я хочу вам рассказать свой способ. Может быть, вам это поможет. Вы сами меня попросили, вот теперь берите и слушайте меня в моем интенсиве. Буду вам рассказывать все виды шапочек, которые я вяжу. Самое главное, давайте еще раз по порядку. Будем вязать 10 шапок, один день одна шапка. Я буду вам рассказывать, как вязать образец на каждую шапочку. Мы вот берем нашу шапку, я свяжу сначала пробную и буду вам показывать. Берем нашу шапку и смотрим. Я вам рассказываю, на такой вид шапок нам нужно такие-то образцы. Вот, связали такого-то размера. Дальше, так-то мы измеряем образец, так-то мы делаем расчеты на эту шапку. Такие-то мерки нам нужны на эту шапку. Так-то мы начинаем вязать, там переходим от резинки, так-то мы закрываем макушку. Все, шапка готова. Вот в таком виде я буду вам показывать. Самое главное это расчеты. Вот на расчетах, наверное, мы с вами будем, как всегда, останавливаться. А вязать я уже буду вам показывать, как я это делаю, потому что это тоже важно. Макушку нужно показывать вязать. Вот. Стоимость участия в интенсиве, как обычно, любая сумма от 100 рублей. Вы можете скинуть любую сумму, любую, какой суммой вы оцениваете мой труд, какой суммой вы оцениваете важность для вас, для себя от этого интенсива. То есть, если вы считаете, что для вас это очень ценная информация, для вас это очень важно, то подумайте, сколько вы можете мне заплатить. Сколько вы можете выделить денежек для своего обучения, потому что вы вкладываетесь в свое обучение. Вот это тоже важно понимать, потому что когда вы вкладываете денежку, это значит, что вы говорите себе, да, я хочу этому научиться, это, эм, раз я это себе наметила, значит, я с этим справлюсь. Вот. Почему такая непонятная сумма? Потому что во-первых, у всех разное материальное положение. Я понимаю, что кто-то может скинуть побольше, кто-то поменьше, но желание обучаться может быть и того одинаковым. Во-вторых, я не хочу быть зациклена пока на какой-то определенной сумме, потому что я пока сама не знаю, сколько стоит мой труд. Потому что мне кажется, что я пока еще не достигла того высокого уровня учительства, когда я могу сидеть на кресле, на троне каком-то и вам говорить: так, делайте то-то, делайте то-то. У меня больше интенсивы, как-то, знаете, я просто делюсь тем, что я умею, делюсь своей информацией, делюсь своим опытом, а вы просто его принимаете, делаете так, либо, может быть, не принимаете и что-то переделываете. Вот, то есть каких-то жестких рамок у нас тоже нет. Кто-то захотел связать так, горловину у нас вот здесь на платье, кто-то так. Это все засчиталось. Вот, поэтому вот такая история.
Про пряжу. Пряжу подбираем желательно максимально натуральную. На шапочки подойдет не колючая пряжа. Я люблю шапочки из мериноса. Во-первых, потому что они хорошо греют, они не колются, меринос не колется. И в-третьих, э, эта пряжа, она сглаживает все неровности, меринос. Потому что он пружинит, и петельки становятся ровнее всегда. То есть, если у вас есть какая-то проблема с неровностью петель, например, в готовом изделии, в большом, оно немножко вытягивается и может быть не так заметно, а шапочку вы будете носить вот прям возле своих глаз. И шапочка должна быть связана все-таки хорошо, идеально. Поэтому желательно пряжу выбирать натуральную, чтобы было тепло. Можно стопроцентную альпаку выбирать, можно альпаку с какими-то добавками. Можно взять, конечно, и турецкую шерсть, турецкую полушерсть. Я, наверное, из нее буду вязать, потому что это все-таки шапочки такие пробные, с вами в интенсиве. Не знаю, может, я какие-то потом буду носить, какие-то нет. Но у меня как бы есть целая куча всяких остатков этой пряжи. Я, возможно, буду из нее вязать. На меня не смотрите. Самое важное, если вы хотите эту шапочку потом носить долго, то лучше вязать из хорошей пряжи. Вот я вас уверяю, 100%. Особенно, если вы вяжете ребенку. Турецкая полушерсть и шерсть может немножко колоться, потому что, ну, все-таки там шерсть овечья, и овечья шерсть колется. Мериносовая шерсть не колется. Можете выбирать кашемир. Можете, кстати, покупать пух ангорского кролика. Он очень хорош для шапок. Он немножко ворсистый, может для деток он не подойдет, но вот на взрослую шапочку очень хорошо будет греть ушки, очень мягкие шапочки и очень красивые. Что еще, что еще? Если, например, какой-то хлопок с акрилом, вот как у меня платье, эта шапочка больше такая на весну, то есть она немножко греет, она спасет от какого-то ветерочка, но она не на минус температуру. Если вы хотите очень теплую шапочку для ребенка, тогда можно сделать подклад. Подклад, я думаю, я тоже покажу, как я делаю. Что еще, что еще? Ну, я вроде так быстренько по пряже пробежалась. Какие спицы нужны? Спицы нужны с леской 40 сантиметров, которые я все-таки нашла в Симферополе. Да. Ну и заказала еще через интернет. Спицы нужны на леске 40 сантиметров, чтобы удобно было вязать шапочку. Советую вам вот сразу их прям купить, потому что если вы будете мучиться не мучиться, для каждого свое. Если вы будете вязать на 5 спицах, но если вы не привыкли на этих спицах вязать, то вам будет, ну, возможно, неудобно. Если вам удобнее на 5, вяжите на 5. Для макушки нам э, понадобятся спицы с леской 60, 80, 100 сантиметров, потому что мы будем вязать способом Magic Loop, либо спицы чулочные, то есть 5 спиц такого же диаметра, либо на полмиллиметра меньше, чем ваши основные спицы. Закрывать макушку можно и вот этими спицами чулочными. Так, так, так. Что еще нужно сказать? Диаметр спиц. Диаметр спиц мы обязательно подбираем под пряжу. Я не могу вам сейчас сказать, что покупайте спицы номер 5. Вы сначала покупаете пряжу, вяжете образец. Наверняка у вас есть спицы разных диаметров. Прямые, круговые, неважно какие. Вот вяжете прям образец с этими спицами, понимаете, какой диаметр для пряжи вам подходит, и тогда идете в магазин и покупаете круговые спицы на леске 40 сантиметров вот этого диаметра. Также зависит еще очень сильно от образца, от узора, выбор спиц, потому что некоторые узоры смотрятся хорошо на более толстых спицах, какие-то на более тонких. О каждом виде шапочки я вам буду рассказывать. Ну, то есть я не могу сейчас вам сразу вот так выдать всю информацию и рассказать. Не то, что выдать, что я жадина, а то, что это очень долго. Это целый интенсив. Я за целый интенсив вам буду рассказывать, а каждый день буду по часу вам рассказывать про спицы, про образцы на каждую модель шапочки. Поэтому вот так вот сразу за 5 минут мне вам тяжело рассказать. Но примерно принцип такой. Сначала покупаете пряжу, вяжете образцы, выбираете себе по диаметру номер спиц, который вам подходит, идете в магазин и покупаете спицы на леске 40 сантиметров такого диаметра, как вы вязали дома у себя образцы. Так, про оплату я сказала. Насчет оплаты, пожалуйста, пишите мне в директ.
девочки, пишите, я хочу там в интенсив, скиньте реквизиты, ну вот что-то типа того, чтобы я поняла, да, что происходит. Мне сегодня очень много девочек писали в комментарии, скиньте реквизиты. Я с удовольствием скидываю реквизиты, но дело в том, что у Инстаграма есть лимит на количество отправляемых сообщений в директ. Вы для меня новенькие девочки, и вот я могу только 20 человекам отправить сообщение. И когда-то этот лимит заканчивается в сутки. И как только он закончится, я не смогу вам сама первой отправлять сообщение. Поэтому, чтобы я 100% вам быстро ответила, желательно писать мне в директ. Пишите сразу, я вам вышлю реквизиты, и вы можете оплачивать. Еще такое дело, у меня уже, походу, батарея садится. Девочки из Украины тоже могут участвовать. У нас есть карта Приватбанка, и я вам ее скину. Участие для украинцев, любая сумма от 45 гривен, так что можете мне тоже писать. Все, давайте я почитаю ваши комментарии, я уже заболталась, и будем прощаться. У меня уже что-то тормозит, я смотрю. Ой, я боюсь, я сейчас не зависла. Столько комментариев. Так, как раз можно избавиться от остатков пряжи, шапок навязать. Да-да-да-да-да, точно. Завтра будет эфир, завтра не будет эфира, у меня будет неделя выходных. Вот сейчас попыталась написать, и у меня не получилось. Пришлось выйти и зайти. Когда пишу длинные комментарии, то не выкладывается даже. Идея с шапками вообще замечательная, я обожаю их вязать. Так, наконец себе шапок навяжу, а то все родственники и друзья в моем вязании, а я в покупных. Я точно так же, у меня одна шапочка, которую мне связала сестричка. Шапочки, я, наверное, их пропущу, столько идей в голове созрело, буду воплощать их в жизнь, пора начинать готовиться к Новому году. Оля, мы тебя ждем дальше, присоединяйся. Я очень ждала именно шапки, очень нужны твои интенсивы, особенно когда мастер-классы на черной пряже, жесть. Я постараюсь черную пряжу не брать, но я не планировала. Да, Саша, это точно по поводу мастер-классов. Набери, сделай, никаких объяснений. Так, мастер-класс про шапки очень нужны. Ты очень все понятно и подробно объясняешь, и после твоих интенсивов можно связать любую модель на любой размер. Саша, вот честное слово, я другие мастер-классы не понимаю, на себя грешила, что тормоз. Да неправда. Сашуль, ну ты гений. Спасибо. Саша, где можно посмотреть фасоны 10 шапок? Я только их писала, я еще не вязала их. В последнем, по-моему, посте. Шапки не ношу, но, может, дочь выберет что-то. В интенсиве участвовать не буду, но я с вами, девочки, пару недовязов надо закончить. Вера, будем ждать. У меня все шапки на глаз связаны, их много и все разные. Я люблю шапки, вяжу дочки, но очень сложно рассчитать понравившуюся модельку на ребенка. Ну вот я постараюсь объяснить. Сашенька, вот именно этого и не хватает. Грамотного, правильного построения шапки, макушка, расчет. Ой, я надеюсь, я вам помогу. Саша, надеюсь, в будущем ты напишешь книгу о вязании со всеми своими велосипедами и иллюстрациями. Идея с книгой поддерживаю, книга супер. Ну, у меня есть в планах такое, но я хочу еще все-таки набраться опыта. Может быть, там лет в 40 я ее постараюсь написать. Саша, перед тем, как вязать какую-то шапку, мы ее увидим на тебе? Да-да-да. Или хотя бы фото, чтобы понимать, как она будет выглядеть на человеке. Да, конечно, перед интенсивом, вот у меня как раз сейчас есть несколько дней, я все эти шапки свяжу. Мне самой нужно подготовиться, я все конспекты себе сделаю и буду показывать, конечно. Ваш опыт бесценный, буду очень ждать. Так, сколько это в гривнах? В гривнах любая сумма от 45. Книга была бы сразу настольной. Сашенька, вопрос. Надо 3 разных шапки связать. Сын хочет двойную, девочкам понравились ромб. Если им разные вязать, будут ссориться. Нет, просто 3. Просто 3. Можно одинаковые. Саша, если есть возможность, то напишите про пряжу. Хотелось бы заранее купить. Да, напишу. Спасибо за такой подход. Первый раз встречаю такое предложение по оплате. Очень здорово. Спасибо вам. Это мы с Саньком придумали. Твой труд бесценный, а вот материальное положение не у всех хорошее. Согласна.
Всем привет! Недавно подписалась на вас, очень надеюсь присоединиться к вашей дружной веселой компании. Приветик, присоединяйтесь. Немецкую полушерсть можно? Можно. Ох, Сашенька, вы такую возможность даете. Спасибо за ваш труд и за такие возможности. И спасибо вам тоже. Саша, приветик, классно выглядишь. Приветик. Я нашла Газал Baby Wool, Меринос, Кашемир и еще что-то, и недорого, мне очень понравилось. Да, я из нее как раз сейчас вяжу, из этой пряжи, она мягкая, хорошая. Где нашла 40 сантиметров? Маргарита, напиши мне в директ, я тебе вышлю информацию. Так, если 50, ну 50, думаю, подойдут 50. Если они у вас уже есть, думаю, подойдут. 50 сантиметров спицы. Так, не поделитесь, где нашли пряжу, на каком сайте заказывать. Это вопрос к Насте. Так, единственное, что смущает, говорят, меринос очень вытягивается. Вытягивается, но это не проблема, это просто его особенность. Так, нормально меринос ведет себя, прекрасно, спицы поменьше, просто берите. Да, отличный комментарий. Меринос нормально и все нормально. Так, если карта Сбербанка. Карты Сбербанка у меня нет, девочки, потому что мы находимся в Крыму. Я уже много раз об этом писала, и у нас Сбербанк не заходит к нам в Крым из-за санкций. Если он у нас будет работать, то ему закроют доступ в Европу. Поэтому у нас есть вот Яндекс кошелек, и я его вам даю. Так, да, все висит, я вижу, висит, зависает. Ну что, давайте, шапка-спиралька, да, будет. Давайте прощаться, потому что эфир висит, и я такая, в Инстаграме уже вся дерганая какая-то. В общем, буду писать вам посты про шапки, буду больше давать информации. Думаю, что, может быть, мы еще на неделе встретимся, я объявлю про интенсив, про эфир, в смысле, объявлю про эфир, расскажу про интенсив. Ну, а в воскресенье мы с вами уже начинаем. Все, пока-пока.